Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Я рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши комментарии, отзывы, пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми, в принципе, мы уже работали, да, даже с такой палитрой работали, есть узорчики на канале. Ну и узорчик, естественно, сегодня новенький будет. Новички, смотрите, кто еще не работал с такими ниточками, называются они Alize Angora Gold, а если быть точнее, смотрите, здесь вот написано Angora Gold Batik, видите, какое интересное секционное окрашивание. Данную пряжу, в принципе, да, используют мастерицы, которые вяжут спицами, потому что они могут провязать лицевой гладью, и уже в зависимости от того, как меняется цвет, появляется своеобразный рисунок. Но нам, да, мастерам, которые любят вязать крючком, тоже хочется попробовать данную пряжу. Итак, смотрим, что это за ниточки. В 100 граммах здесь находится 550 метров. По составу это 80% акрил, 20% это шерсть. Нам советуют производители, смотрите, брать крючок от 2 до 4. Я данную пряжу, в принципе, вяжу 3, меня все устраивает. Вот. И сегодня буду вязать 3. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, какая у вас есть, не только такую, как у меня. Правильно, самое главное, подбирайте крючок, чтобы у вас все получилось. Пока не забыла, назову цвет данных ниточек. Смотрите, 62,97. Когда вы вяжете из ниточек секционного окрашивания, то вы можете брать моточек, да, ниточку, можете брать как из центра моточка, так и снаружи. Если вы вяжете большое изделие, то, естественно, в зависимости от вашего цвета, просто подбирайте, где вы будете брать ниточку. Итак, свяжем. Итак, смотрите, ниточку я взяла из центра моточка, поэтому я так понимаю, что у нас узорчик нынче будет коричнево-серого цвета. Итак, раппорт узорчика 12 петелек. Схемку я вам не прикладываю, схемка не очень хорошего качества, там вы запутаетесь. И я наберу, получается, сегодня 3 раппорта, это будет 36 воздушных петелек. Вы, в свою очередь, набираете, сколько вам будет удобно. Итак, для начала, все как всегда, мы делаем петельку фиксации, и при наборе петелек мы ее не считаем. Далее я набираю 36 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 и 36. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, новичкам рекомендую сделать вспомогательный ряд. Он будет у нас состоять из столбиков с накидом. 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Теперь аккуратненько отсчитываем от крючка 5-ю петельку. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку ныряем аккуратненько, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Столбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки, столбик с накидом. И наша с вами задача пройтись вот так полностью по всему нашему, по всей нашей цепочке, да, по всему ряду и провязать столбики с накидом, чтобы новички, когда начнут вязать крючок, не запутались в воздушных петельках. В столбиках-то они точно не запутаются, правильно? Вот, и вот так вот аккуратненько провязывайте, сами считайте. Количество столбиков у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если я набрала 36 воздушных петелек, у меня должно получиться 36 столбиков с накидом. И не забывайте еще, что первые вот эти вот 3 петельки подъема, которые провязали, да, они, получается, считаются как столбик с накидом, имитация столбика с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда и в конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали столбики с накидом, все ровненько, аккуратненько. И теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого у нас получается здесь 4 воздушные петельки. Далее накид.
Сюда же, в этот же первый столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Есть. Далее по порядку шагаем. Следующий столбик и в него провязываем столбик с накидом. 2. Следующий столбик, провязываем в него столбик с накидом. Считаем 3. Следующий столбик, столбик с накидом 4. И следующий столбик, столбик с накидом 5. Поняли, да? Первый кромочный столбик, воздушная петелька и 5 столбиков над 5 столбиками с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И сразу же в следующий столбик нырнули и провязали столбик с накидом. И опять считаем. 1. В следующий столбик провязали столбик с накидом 2. В следующий столбик провязали столбик с накидом 3. В следующий столбик столбик с накидом 4. И в следующий столбик столбик с накидом 5. То есть мы с вами провязали по 5 столбиков. И между, получается, столбиками вот такая вот арочка из 2 воздушных петелек. Дальше, смотрите, делаем накид. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И с третьего столбика опять начинаем провязывать 5 столбиков. Первый столбик с накидом. Далее второй столбик с накидом. Далее третий столбик с накидом. Далее четвертый столбик с накидом. И пятый столбик с накидом. Опять провязали 5 столбиков с накидом по порядку. 2 воздушные петельки. 1, 2. Сразу же в эту же, получается, не в эту же, а в следующую, да, петельку по порядку идем. И провязываем опять 5 столбиков с накидом. 1. Следующий 2. Следующий 3. Следующий 4. И 5. Вообще не сложно, да? Вот, мы с вами провязали уже 2 раппорта, видите? Здесь мы делаем арочку, здесь мы делаем наоборот, да, рогаточку вниз. А тут рогаточку получается вверх. И точно так же провязали 5 столбиков, опять пропускаем 2 столбика. 1, 2. И провязываем еще 5 столбиков с накидом. Потом провяжите арочку, еще 5 столбиков с накидом, и я вас встречу. Договорились? То есть провязывайте вот таким вот образом до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали, получается, наши рогаточки вверх, рогаточки вниз. И у меня заканчивается, смотрите, на каком этапе. Когда я провязала вторые 5 столбиков, и я, получается, по узорчику должна пропустить, помните, да, 2 петельки, 2 столбика. Я пропускаю 1 столбик, и в последний столбик, вернее, в третью петельку подъема, я просто провязываю столбик с накидом. Это будет наш, как бы, последний кромочный столбик. Все, на этом вязание нашего ряда закончилось. Далее воздушная петелька, поворот. Сюда же верхушку этого столбика ныряем и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Теперь наша с вами задача пропустить все столбики и сразу же прыгаем вот в эту арочку. И в эту арочку мы с вами провязываем 10 столбиков с накидом. 1. Сюда же. 2. Сюда же. 3. Сюда же. 4. Сюда же. 5. Цвет меняется, видите, да? 6. 7. 8. 9. И 10. И у нас сформировался, получается, вот над нашей арочкой вот такой вот большой веерочек. Опять делаем 3 петельки воздушные. 1, 2, 3. Пропускаем все наши столбики. Вот где наш, получается, помните, рогаточка была наоборот. И мы вот в нее ныряем и провязываем столбик без накида. Все, дальше будет только повторение. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять вы перепрыгиваете все столбики вот в эту вот арочку и в нее провязываете 10 столбиков с накидом. То есть ничего сложного. Дальше, вот видите, только будет повторение. 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Опять после веерочка делать 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот наша, получается, рогаточка вниз, нырнули между столбиками и провязали столбик без накида. И так далее до конца ряда. Поняли, да? Вот, то есть вяжем веерочки. Давайте в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали наши веерочки. Все ровненько, аккуратненько. И заканчиваем ряд точно так же, как и начинали. 3 воздушные петельки. Пропускаем все наши столбики. Помните, мы здесь сделали 3 петельки подъема и 1 воздушную петельку по узорчику. Так вот, воздушную пропускаем, а в 3-ю петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида. Все, наш ряд закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3, поворот. Теперь будем работать с нашим веерочком. Смотрите внимательно. Накид. Идем к первому столбику. Захватываем столбик сзади наперед вот таким образом. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Это рельефный лицевой столбик с накидом. Накид. Второй столбик точно так же захватываем сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытянули ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2. Рельефный лицевой столбик с накидом. Точно так же провязывайте 3-й столбик по порядочку. Точно так же провязывайте 4-й столбик и 5-й столбик. Вот у вас получилось 5 рельефных лицевых столбиков с накидом. Далее 2 воздушные петельки. 1, 2. И оставшиеся 5 столбиков точно так же провязываем. По порядочку идем. Столбик захватили сзади наперед, вытянули ниточку, провязали по 2 петельки. Все, рельефный лицевой столбик с накидом. Второй столбик точно так же. 3-й столбик точно так же. 4-й столбик точно так же. И 5-й столбик точно так же. Вот, у нас с вами получился веерочек, состоящий из рельефных лицевых столбиков с накидом. Когда мы перевернем, у нас с этой стороны все столбики выглядят как рельефные изнаночные. Они формируют, видите, вот такой вот интересный гребешок. Вот видите, вот такой вот объем с этой стороны получается. Все. Как только провязали вы веерочек, делаете накид, полностью все перепрыгиваете до следующего веерочка, до следующего столбика. И захватываете первый столбик следующего веерочка точно так же. Сзади наперед вытягиваете ниточку и провязываете рельефный лицевой столбик с накидом. Поняли, да? Вот так вот перепрыгнули. И провязываете опять здесь 5 столбиков рельефных лицевых столбиков с накидом. Первый готов. Дальше идет второй. Дальше идет 3-й. 4-й. 5-й. Как только 5 рельефных лицевых столбиков провязали, 2 воздушные петельки. 1, 2. И следующие 5 столбиков точно так же. 1, 2, 3, 4, 5. Еще один веерочек готов. Видите? С изнаночки смотрим. Как вам? Интересно? Объемненько, да? Необычно. И точно так же провязали последний столбик и сразу же перепрыгиваем к первому столбику следующего веерочка. Все, несложно. Вот в этом заключается весь ряд. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Ничего сложного. У вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот мы довязали наши рельефные лицевые столбики с накидом до конца ряда. И смотрите, как мы заканчиваем ряд точно так же, как мы начинали. Помните, у нас здесь был столбик без накида. Делаем накид и в него провязываем столбик с накидом. Ну, для того, чтобы выровнять высоту нашего ряда. По 2 петельки. 2, 2. Красота. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот.
Сюда же в верхушку этого столбика столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И опять пропускаем все наши столбики. Вот в эту арочку ныряем. И в эту арочку провязываем 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, опять над нашим веерочком появился еще один веерочек. Далее, как только мы провязали 10 столбиков с накидом, делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вместе, где у нас получается, видите, вот такая вот как бы рогаточка вниз, да, между столбиками, нырнули вот сюда между столбиками, провязали столбик без накида. Вы точно так же, помните, да, провязывали вот наши первые веерочки. Все то же самое. То есть ваша задача в этом ряду точно так же повторить. Опять 3 воздушные петельки, 10 столбиков с накидом, 3 воздушные петельки, столбик без накида. Поняли? То есть вот повторяете ряд с веерочками. Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот мы провязали еще наши веерочки. И теперь, смотрите, заканчиваем точно так же, как и начинали. 3 воздушные петельки. Помните, здесь делали 3 петельки подъема. Так вот, в третью петельку подъема нырнули и провязали столбик без накида. Все, на этом наш ряд закончен. Далее приступаем к ряду, там, где мы с вами провязывали рельефные лицевые столбики. Все то же самое. 3 петельки подъема, поворот. И начинаем с первого столбика провязывать наши рельефные лицевые столбики с накидом. Все точно так же. Вначале провязываем 5 рельефных лицевых столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Потом сделали 2 воздушные петельки. 1, 2. И остальные 5 точно так же провязываем. 1, 2, 3, 4, 5. Видите, да? То есть наша с вами задача провязать точно такой же ряд, как вот мы с вами провязывали. Рельефными лицевыми столбиками с накидом. И сразу же перепрыгивайте к следующему веерочку. И точно так же провязывайте рельефными лицевыми столбиками с накидом. Несложно? Несложно. Давайте самостоятельно до конца ряда. А в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот очередные веерочки готовы, да, из рельефных лицевых столбиков с накидом. И заканчиваем ряд точно так же, как и предыдущий, да, как и начинали. Столбиком с накидом, который провязываем вот в столбик без накида предыдущего ряда. Все, готово. Воздушная петелька, поворот, сюда же столбик без накида. И опять делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вот в нашу арочку провязываем 10 столбиков с накидом. Поняли, да? То есть у нас получается узорчик состоит из 2 рядов. В одном ряду вы провязываете столбики с накидом, формируете веерочек, а во втором ряду вы этот веерочек провязываете рельефными лицевыми столбиками с накидом. Все, и вообще ничего сложного. Понятно? То есть у вас повторяется 2 ряда. 1, 2, 1, 2. Опять 1, 2, 1, 2 и так далее. Давайте увеличим наш образец до нужного размера, да, то есть еще несколько рядочков провяжем, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Получится очень красиво. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что у меня получилось. Перехода на розовый цвет у меня не получилось. Ну, значит, будет в следующем узорчике. Итак, эта сторона, получается, считается у меня как лицевая, да. Здесь рельефные лицевые столбики с накидом. Эта сторона изнаночная, рельефные изнаночные столбики с накидом. Но если вам эта сторона нравится больше, а вероятнее всего, что вам понравится больше, да, такая интересная рельефные волны, то вы ее делаете лицевой. Так? Вот. Либо же оставляете лицевую эту сторону, как вам будет угодно. Если у вас изделие будет такое, что необходимо будет волнами краешек, да, оставить, то вы узорчик переворачиваете. Вот такие вот у вас будут веерочки.
Если у вас будет изделие смотреть, веерочки будут вверх, то вы меня обязательно спросите: Оля, как сделать так, чтобы можно было выровнять ровненько, да? То есть существует несколько способов, я вам покажу один из них, я думаю, что он несложный, вы все справитесь. Смотрите, нам нужно выровнять краешек. Теперь будем выравнивать столбиками. Для начала 4 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Поворот. Смотрите, пока повторяйте, потом принцип поймете. 2 накида. В первый столбик, вот из наших 5 столбиков, нырнули и провязали столбик с 2 накидами. Есть. Далее 1 накид. В следующий столбик нырнули и провязали столбик с накидом 1 петелька, 1 петелька, 1 петелька. Вот такой вот вытянутый. Накид. В следующий столбик провязываем обычный столбик с накидом. В следующий столбик накид, нырнули в столбик, вытянули ниточку и все 3 петельки провязали сразу. Это полустолбик с накидом. И последний наш столбик провязываем просто столбик без накида. Вот. И вот, смотрите. Видите, если внимательно посмотреть, краешек у нас становится ровненьким. Дальше идем. У нас получается арочка из 2 воздушных петелек. Делаем столбик без накида. И дальше получается, вот мы будем опускаться, да, поэтому мы должны будем от короткого столбика к длинному идти. Давайте вместе. Итак, вначале у нас будет столбик без накида. Потом у нас будет полустолбик с накидом. Провязали 3 петельки вместе. Потом у нас будет столбик с накидом. То есть мы провязываем по 2 петельки. Далее у нас идет столбик с накидом, но будем провязывать его по 1 петельке. 1, 1, 1. То есть чуть подлиннее будет столбик. И последний у нас будет столбик с 2 накидами. Вот, смотрите, как вам? Выравнивается край? Выравнивается. Давайте еще раз. В начале столбик с 2 накидами, то есть в начале самый длинный столбик. Далее столбик с 1 накидом, провязываем его по 1 петельке. 1, 1, 1. Далее обычный столбик с накидом по 2 петельки. Далее провязываем полустолбик с накидом, то есть все 3 петельки за раз, оп, и столбик без накида. Есть. Там, где арочка, 1 столбик без накида. Ну, как вам? Здорово? Все. И получается, вот ваш край ровный. Давайте самостоятельно до концерта. В концерте встречаемся. Так, вот, все. Краешек ровненький. Поняли, да? Вот такой вот принцип. То есть, если у вас будут волны побольше, да, там или поменьше, то есть вы должны просто-напросто эмпирически, так скажем, подобрать. Либо у вас будут столбики уже с 3 накидами, да, с 4 накидами, например, да, либо наоборот достаточно будет столбика с 1 накидом. Смотря какая волна по глубине. Все, и ничего сложного. То есть творческий подход, поняли, да? Вот, краешек ровненький. Итак, в моем случае узорчик вот так вот тянется из моей пряжи и вот так вот тянется из моей пряжи. Очень хорошо тянется. То есть оригинально будет смотреться в палантинах. Как вам, да? Это могут быть интересные жилеточки. Пробуйте из любой пряжи. Не только из такой, которую показываю я. Из летней пробуйте. Это будут интересные топики, маечки, платьишки, юбочки. Различные парео, почему бы нет. Если это будет зимняя пряжа, то, конечно, жилетки, возможно, кофточки, кардиганчики. Ну что он дырчатый. Под низом будет очень интересная, красивая, возможно, водолазка, да, кофточка. И будет шикарно. Как вам? Если вы этим узорчиком что уже вязали, то рассказывайте. Делитесь, какой пряжей, что у вас получилось, какое изделие. Нам будет очень интересно почитать. Ну что, давайте замерим. Так? Итак, сегодня получается 36 воздушных петелек. Допустим, моя пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, потому что у всех все может быть по-разному. Поэтому, когда будете вязать изделие, заранее обязательно вяжите образец. Смотрите, 16 с хвостиком, 16,2, 16,3. А тут получается, первый ряд у нас был наборный, да, вспомогательный для новичков. Далее получается первый ряд узора. И вот наши волны, получается, они идут по 2 ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И закончили, выровняли мы 11. Давайте возьмемся за самую, так скажем, высокую точку. Да? Вот, практически 12 сантиметров, там 12,1. Вот. А там, где поменьше, вот 11 сантиметров. Как вам? Красота? Красота. Пробуйте. Пробуйте из меланжевой, пробуйте из обычной пряжи. Пробуйте. Угу. И пишите комментарии, отзывы, что у вас получается.
Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчики, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.